Добрый день, с вами маркетолог и СММ-специалист Шабанова Алена. Сегодня я хочу поделиться с вами кейсом по продвижению стоматологической клиники. Пара слов о самом бизнесе. Когда клиника пришла ко мне на продвижение, она была небольшой, там было всего 3 направления. Это терапевтическая стоматология, хирургия, это удаление зубов, имплантация, и ортопедическая стоматология, это изготовление коронок и протезов. За время работы клиника выросла в 2 раза. А, Это значит, что появились 2 новых кабинета, появились 3 новых направления. Это ортодонтия, исправление прикуса, это пародонтология и детская стоматология. В том числе моя работа, конечно же, способствовала расширению клиники за счет привлечения заявок в бизнес, которые потом становились клиентами. Предлагаю приступить, да, где я более подробно расскажу про сам кейс. А, Когда клиника обратилась ко мне, да, у нее была группа ВК с минимальным оформлением, там было всего несколько постов со стоковыми фотографиями, ну и заявок, конечно же, не было вообще. В принципе, да, тут особо все, что можно показать. Я помню, как проводила аудит, там было всего 253 подписчика. По времени сотрудничества около года. То есть, почему говорю около, работа продолжается, да, продолжаем осваивать новые методы продвижения и дальше двигаемся. По группе ВК, да, как я уже сказала, 253 подписчика, вовлеченность была всего 0,3, это очень низкий показатель. Лид-форм не было, то есть не были подключены. Регулярный постинг, естественно, отсутствовал, и группа была практически нулевой, то есть там не было ни активности, ни сообщений. По сайту тоже очень важный момент, поскольку в рамках продвижения был разработан сайт, да, почему старый сайт, дизайн его морально устарел, на нем не было формы записи, не подключена метрика, и он существовал для того, чтобы клиника соответствовала нормам законодательства, да, все знаем, законодательство обязывает клиники иметь сайт, где есть лицензия, прайс-лист и другие важные моменты. Вот, но, естественно, он не приносил заявок, поэтому тоже было решено его переделать. Немножечко о задачах и о том, что было проделано, да, более кратко. Это предварительная работа, конечно же, да, то есть анализ целевой аудитории. Во время анализа были выявлены, да, что были выявлены боли и потребности аудитории. Основная, да, боль – это некачественные услуги, низкое доверие к врачам. Собственно, на этом у нас дальше и строилась контент-стратегия и, в принципе, стратегия работы. Также в предварительной работе был проведен анализ конкурентов, а также проработаны УТП и офферы. Для получения заявок через социальную сеть ВК мы решили оформить сообщество, провели фотосессию. На самом деле провели даже 2 фотосессии, но я это особо не расписываю, потому что, ну, как бы важен результат, да, больше. Настроили лид-формы, различные виджеты и другие приложения, наладили регулярный постинг и запустили таргетированную рекламу. Для получения заявок через сайт нужно было создать новый сайт, разработали прототип многостраничного сайта по направлениям, сделали дизайн и верстку и запустили рекламу. Рекламу конкретно на квиз по стоматологии. Все это было для того, чтобы решить основную задачу клиента. Буквально звучало так: сделайте так, чтобы у нас была запись на 2 недели, а лучше на месяц вперед. Ну, собственно, ради этого мы и работали. Кратенько поделюсь результатами, а потом более подробно расскажу, что было сделано. По результатам, да, 1001 новый подписчик, вовлеченность на охват 1,98%, это средний показатель, и на многих постах доходит до 3,5-4,5%, это уже считается высоким показателем. Я считаю именно вовлеченность на охват, а не на количество подписчиков, потому что это более честно, то есть охваты записи получали больше, чем количество подписчиков, и за счет вирального охвата, да, бесплатного. Поэтому считаю так: если бы считалось по количеству подписчиков, там ER был бы больше 6%.
Также, да, 263 пользователя подписались на рассылку, хотя мы даже не лили трафик, ну, не запускали рекламу на подписку в рассылку, просто давали ссылку в постах. 297 заявок были получены на все направления клиники, из них на стоматологию 10%, более 10%, там около 10,86%. Почему это важно? Потому что, да, имплантация, она приводит, так сказать, клиента в клинику, и, как правило, обнаруживается, что ему еще нужно сделать, пролечить кариесы, да, возможно, сделать профгигиену перед имплантацией, может быть, даже исправить прикус и так далее. То есть, ну, имплантация как одна из более таких маржинальных услуг, на которую приходят. Ну, одним из вариантов работы. И также было 28 обращений с рекламой. Это только те, которые можно четко отследить, которые с пометочкой реклама в сообщениях. То есть по факту обращений на самом деле было больше, но я считаю как бы минимальный порог. И важный момент, да, за весь год затраты на рекламу составили всего 41 тысячу рублей. Поэтому, естественно, да, если бы было больше расходов на рекламу, то и заявок было бы больше. То есть мы работали с тем, что есть. Вот. И результат по сайту, на который запускался таргет, это 805 посещений, 23 заявки на имплантацию через квиз, и конверсия сайта составила 2,86%. Ну, это тоже средний такой показатель. Затраты на рекламу именно на сайт были 9,5 тысяч рублей. Вот, и как я уже сказала, рост бизнеса, да, добавились 2 новых кабинета и появились новые специалисты. На них, естественно, тоже, да, под старт приема специалиста запускалась реклама и получались заявки. Теперь перейдем уже к, собственно, ходу работ, который у нас был. Как я уже сказала, была проведена выездная фотосъемка, и с помощью, да, фотографий было выполнено оформление сообщества. Не просто так, именно в стоматологии врачи, персонал клиники, они качают, да, то есть они вызывают хорошую вовлеченность, они привлекают аудиторию. По Инстаграму, да, тоже были начаты работы, но поскольку, да, у нас всем известные события, данный вопрос просто оформили и оставили, сосредоточились на группе ВКонтакте, поскольку туда можно наполнять трафик, нагонять трафик, да. Ну и что можно запускать рекламу, конечно же. Дальше по оформлению, да, ну вот так вот выглядит оформление, то есть достаточно минималистично, все основные кнопки, да, записаться, пройти тест, чуть позже скажу, это тоже интересная механика, которая привела достаточно много заявок, ну и отзывы, да, которые, так сказать, качают. Было также разработаны минималистичные шаблоны для постов, тоже видно, что весь упор на врачей клиники, на персонал, и, да, сам тест, про который я чуть раньше сказала, тест по гигиене, то есть пользователи переходили, отвечали на вопросы, получали брошюру по уходу за полостью рта и приглашение на профилактический осмотр по акции. И, естественно, было достаточно много посещений. Тут мы получили 50 ответов. Опять же, реклама не запускалась, то есть это только ссылки с постов. Ну, переходы с постов по ссылке и заполнение данного теста. Также, ну, естественно, была создана лид-форма. Да, здесь изначально было всего 3 направления, а сейчас уже, естественно, добавились новые, то есть детская стоматология, пародонтология и ортодонтия. Вот 297 заявок мы получили, продолжаем работать. Если получится, будет больше бюджета, то и заявок, естественно, будет больше. Также был создан чат-бот автоответчик Sender. Очень важный момент. Клиника не использует CRM-систему. То есть все данные, да, приходится считать вручную и отвечать пользователям тоже через сообщение сообщества вручную. Естественно, предлагалось внедрение, но заказчики отказались. Но мы нашли решение, да, чтобы пользователь сразу получал ответ на свое сообщение, а администратор получал оповещение, мы сделали чат-бота, да. Если обращение было во время работы клиники, то данные подписчика сразу пересылались администратору,
Если же писали ночью, то, естественно, чат-бот присылал расписание работы клиники, что с 10:00 мы с вами обязательно свяжемся, и также пересылал данные. Это тоже хорошо работает, то есть не теряются заявки, это позволяет удержать пользователей, они не уходят в другую клинику. Особенно в условиях жесткой конкуренции это важно. Ну и также, конечно, на каждый месяц разрабатывался контент-план с учетом приоритетных направлений. Да, как я уже сказала, при анализе целевой аудитории мы выявили, что основное это недоверие к качеству услуг, основные боли аудитории, да, негативный опыт в прошлом и недоверие к врачам. Естественно, это мы и строили контент сообщества. Рассказывали про врачей, выкладывали отзывы, и очень интересная фишка, которая реально хорошо зашла, это образовательный контент. То есть мы реально рассказывали, не просто выкладывали пост с приглашением на имплантацию, а реально рассказывали, от чего зависит цена, да, что, например, вам может понадобиться костная пластика. И все это рассказывали доступным для аудитории языком. И это возымело свой результат. То есть люди реально читают, люди реагируют, репостят, им это нравится. Суммарно получилось более 250 постов об услугах, врачах и на самые актуальные темы в стоматологии. Вот это пример статистики за март, когда реклама не запускалась, то есть подписчики идут за счет контента. Да, прирост аудитории составил 39 пользователей, да, небольшое число, но и объем трафика, да, в принципе, размер стоматологии, он как бы сопоставим с цифрами из отчета. И просмотры 29 тысяч, охват 25,5 тысяч. Такой ломаный график, потому что посты выпускались у нас через день. Все-таки для коммерческого сообщества, особенно когда идется упор на качество контента, да, лучше брать качеством, а не количеством. Мы пошли именно такой стратегией. Ну и здесь статистика, да, активность за год. Видно, что на вовлеченность именно в плане комментариев мы упор не делали. Делали упор на призывы к действию, запись либо на профосмотр, либо к конкретным специалистам. То есть получили 490 кликов по ссылкам на запись, лайки, да, почти 2000, и реально много репостов, то есть тоже за счет контента. Здесь я приведу несколько примеров хороших постов. Почему хороших? Об этом говорит виральный охват большой. Например, в первом посте мы видим, что 794 подписчика. От общего количества это 70% охвата. Это достаточно хороший показатель. Но учитывая, что сообщество небольшое, ну, в общем, это прекрасно. Но основная цифра – это виральный охват. То есть 3700 пользователей, не подписанных на сообщество, увидели данный пост, и с постов есть вступление в группу. То есть мы видим здесь, например, 5 вступлений, 2 вступления, снова 2 вступления и переходы по ссылке на запись. Это как раз одно из самых важных. Мы опять видим, да, что у нас самые такие хорошие посты – это посты именно со специалистами клиники, где мы рассказываем о них, делимся, да, отзывами о них и так далее. Также видим, да, здесь следующий пост, охват подписчиков 643, виральный бесплатный охват 3500. Еще пост, да, охват подписчиков 606 и виральный 2600. Это очень крутые показатели для небольшой клиники с такой аудиторией. Далее еще несколько примеров. Также, да, по основным показателям пройдемся. Я просто к чему? Это у нас не 3 таких поста, то есть у нас реально почти все посты хорошо залетают. Видим, что вовлеченность на охват в районе там 3,5-2,5 колеблется. Это хороший показатель. Большое количество лайков, большой виральный охват 3600, там 1200, 1700, при том, что подписчиков в сообществе всего 1200, там около 1200. И есть репосты, то есть люди реально репостят, делятся этой информацией. Ну и да, еще несколько постов, тоже видим, что тут 4,5 у нас вовлеченность, это опять же хороший показатель. И, соответственно, виральный охват тоже шикарный. И теперь переходим к интересной фишке, репутационному кейсу.
прям мне очень понравилось, как мы здесь отработали. Предыстория, да, по-моему, февраль, да, прошлого года владелица клиники пишет мне вечером и говорит, что о них выложили негативный пост в «Жесть Поморья». Это такой, ну, как бы новостной паблик, да, где люди, ну, выкладываются также посты пользователей на какие-то актуальные темы. И, то есть она выложили пост и написала женщина, которая не является их пациенткой. То есть это, скорее всего, конкуренты сделали, чтобы как-то им подпортить репутацию, потому что, ну, клиника реально хорошо работает и всем нравится. В итоге мы в течение часа среагировали, выложили пост, где подробно рассказали, да, что мы склонны считать, что это является клеветой, привели железные аргументы в эту сторону. И самое крутое, пациенты клиники, подписчики, они реально пришли в тот пост, на который мы выложили ссылку с негативным отзывом, и встали на защиту стоматологической клиники. То есть они прям писали, что вот я хожу в эту клинику, и меня все устраивает. Я не верю, что с пациенткой могли так обойтись. И это не единичный комментарий, то есть вот тут, вот, да, еще скриншоты приложены. Мы, естественно, в посте поблагодарили тех, кто пришел, да, дополнительно потом. Вот, и они написали, что это неправда, мы не верим. Ну и сам пост, да, от нашего сообщества тоже собрал большое количество лайков и комментариев, да, где люди писали, что они, вот, например, да, врача знают с детства буквально, то есть делились эмоциями, это реально круто. То есть могли просто оставить данный вопрос, а мы обыграли эту ситуацию в свою сторону и еще получили с этого поста подписчиков. Поэтому это был очень прикольный репутационный кейс. Мне понравилось, как мы его отработали. Также переходим к таргету. Почему не на первом месте? Потому что, как я сказала, средства на таргет выделялись в ограниченном количестве, и нужно было в текущих условиях привести клиентов на вот эти вот средства в том числе. Всего 41 тысяча. И покажу несколько примеров промо-постов. Да? В принципе, у нас все посты достаточно хорошо заходили, получали оценку от 7 и выше баллов из 10, оценка рекламной записи. Негативная реакция средняя, позитивная высокая. По структуре рекламной кампании был запущен несколько постов, да, про саму клинику, естественно, в гео, где работает данная клиника, чтобы, да, пользователей, в принципе, информировать и в качестве первого касания, да, знакомства. И затем уже на конкретные услуги упор делался на имплантацию и на квиз по имплантации, это трафик на сайт. Буквально немножко статистики. Например, да, вот здесь у нас CTR 0,9, клик там 16, почти 17 рублей. На самом деле можно получать клики по 2 рубля и не получать клиентов. А можно получать клики по 17 рублей, получать реальных клиентов, записи в клинику. Вот, поэтому я тут не спешу похвастаться шикарными показателями, да, я просто хочу показать, да, примерно, как вот обстояли дела с аукционом в данной ситуации. И также, да, еще пример поста. Вот здесь, кстати, очень показательно. Здесь мы использовали очень узкую аудиторию. Это гео вокруг клиники плюс ключевые запросы. То есть, в принципе, аудитория маленькая, из этого у нас получались просто сумасшедшие CTR, там 7,6%, 3,9%, 3,5% и такое маленькое количество переходов. То есть тут удивляться не нужно. Это потому, что аудитория узкая и использовалась автоматическая ставка, чтобы мы эту аудиторию выцепляли самыми первыми. То есть там не имеет смысла, да, вручную контролировать ставки именно вот при стратегии с этим объявлением. Здесь именно стоит просто выкупать аукцион как можно быстрее, чтобы пользователь как только ввел, да, запрос, который нам интересен, мы сразу его выцепляли рекламой и уводили на сайт, где он может заполнить квиз и узнать стоимость имплантации, записаться на консультацию к специалисту. Вот. Еще несколько примеров рекламных объявлений, которые тоже вот зашли, я говорила, да, ниже 7,3, у нас, в принципе, не было оценки записи. Это как раз под детскую стоматологию, да, запись.
Также по имплантации All-on-4, естественно, мы шли по разным направлениям имплантации, да, не только единичная, All-on-4, All-on-6, то есть разные направления. Общее объявление и тоже реклама имплантолога, которые как раз приходили на запись. Здесь, да, просто вставила, мы не лили трафик на сообщение сообщества. То есть не было у нас рекламы, что пользователь переходил в сообщение. Это люди из рекламы переходили в группу, затем писали в сообщение. Ну, это такой интересный побочный эффект. То есть для именно вот этого проекта характерно, что пользователи не только оставляли заявки, и только те, которые отметили системой ВКонтакте, их 28, да, а на самом деле их было гораздо больше. То есть человек познакомился с контентом, подписался и потом уже написал, задал какой-то вопрос. Это тоже прикольно, круто. Мне понравилось, что вот за счет, да, контента люди вот так вот прогревались и писали. Также, да, переходим к сайту. Был разработан многостраничный сайт на платформе Tilda, отдельные страницы под услуги и квиз на имплантацию. Почему пошли таким путем? Мы работаем как бы в долгую на опережение, да, то есть, во-первых, отдельная страница под каждую услугу позволяет индексироваться в поисковой выдаче по соответствующим запросам. В дальнейшем у нас планируется уже вести блог на сайте, то есть добавлять туда статьи, немножечко, да, рерайт делать статей из самого контакта, которые мы делали, в блог клиники. И за счет этого будет сайт продолжать индексироваться, подниматься выше в поисковой выдаче. Потому что, например, если бы мы просто запускали трафик на квиз, мы могли бы обойтись одностраничником, одноэкранником, да, где пользователь заполнил бы данные, и мы получили его контакты и дальше уже записали. Но мы все-таки немножечко думаем не тактически, а стратегически, да. Я, соответственно, приняла решение делать именно такой сайт. Ну и также по статистике, да, как я уже там вначале говорила, 805 посещений. Здесь как раз видно, как запускалась реклама, да, количество посещений. Из них 23 заявки, конверсия 2,86%. Это не супер бомбическая цифра, это просто хороший, нормальный показатель для сайта. Вот. Что еще способствовало индексации, да, важный момент. Сайт по SEO хорошо начал выходить, несмотря на то, что мы до сих пор еще не сделали блог, да. Это, конечно же, домен на кириллице, правильно расставленные теги. И вот здесь вот буквально скрин из топ-визора. Здесь именно запросы по услугам, то есть не брендовые запросы в системе Google и Яндекс. То есть сайт занимает 4 позиции по нескольким ключам в Гугле и 3, в Яндексе, и 3 позиции в Гугле. Вот, ну и мы уже подбираемся к концу, буквально пара скриншотов. Вот здесь у нас по брендовому запросу выдачи, то есть тут, в принципе, вся первая страница, ну, первые позиции, да, Гугла по бренду, это стоматология моя, да. Вот, это группа ВКонтакте, конечно, да. Это, ну, про докторов, 2GIS и сайт «Стоматология, ваш стоматолог». В Яндексе первые 2 позиции, да, занимаем, то есть это группа ВКонтакте и сайт. А вот здесь ключевые запросы по услугам уже. По тематическим это тоже скрины первых страниц, то есть видно, группа ВК, например, выходит у нас на первой странице, а по Яндексу у нас и сайт, и группа ВК тоже выходит по запросу «Стоматолог Архангельск». Я считаю, что это крутые результаты. Конечно, можно сделать еще лучше за счет увеличения бюджета, подключения CRM-системы и так далее. Мне очень нравится работать со стоматологическими клиниками, делать контент, потому что у меня в самой, да, высшее медицинское образование, поэтому я прямо кайфую от работы с клиниками, не только с маленькими, но и с большими. То есть у меня есть кейс работы с клиникой имплантации, где уже подключена CRM-система, постоянно, да, выделяется рекламный бюджет и привлекаются заявки, тестируются новые гипотезы. Я с радостью вас проконсультирую по продвижению стоматологических клиник. Надеюсь, что информация из видео вам была полезна. Пожалуйста, обращайтесь, со мной можно связаться по ссылке в описании. Всего доброго.